Приветствую на канале Экодрифт. Лето, жара, и мне на обзор досталось InMotion V12 Pro. Важный нюанс — это колесо без подвески, а в остальном это просто замечательная модель. Мне все понравилось, но все же было интересно услышать мнение владельца или даже владелицы V12 старого поколения. Это дебютное выступление, надеюсь, не последнее, так что не судите строго. Но сначала распаковка. Так, в комплекте инструкция, штур питания и зарядное устройство. 100 вольт, 2,3 ампера. Отдельно в коробке лежат боковые накладки. И это целый отдельный квест, как правильно их нацепить. Мне помогал Сергей. Так, взвешиваем V12 Pro. И вес у нас получился 30,7. 30 килограмм 700 грамм. И еще немного внешнего вида без дополнительного обвеса. Колесо в своем заводском исполнении очень компактное. Всем привет! Меня зовут Полина, и я езжу на колесе уже второй год. В этом году InMotion в числе своего глобального переосмысления рынка выпустил V12 Pro. Это обновленная версия V12 HT. Я сама езжу на V12 HS, старенькая, быстренькая, и мне особенно было интересно, чем же новинка будет отличаться от старых версий. И мои ожидания оправдались. Апгрейд того стоит. А теперь расскажу вам про внешний вид и характеристики колеса. Из обновлений на этом колесе появились оранжевые вставочки спереди, сзади и на корпусе. Кастомные подушки-упоры к колесу не относятся, это уже его обвес. Педали тоже не родные, просто мне нравятся прошипованные модели. Начну сверху. У колеса есть транспортировочная ручка. Открывается она по защелке, которая находится снизу ручки. Под ручкой моноколеса находится кнопка. В приложении она называется Spin Kill. Она нужна, чтобы когда вы поднимаете колесо, оно не раскручивалось. Это реально самый лучший ЖК-экран, который можно было сделать на моноколесе. Через этот экран можно настроить моноколесо полностью, не используя родное приложение. Вы можете заблокировать и разблокировать колесо, посмотреть его зарядку, посмотреть его максимальную скорость, выставить максимально допустимую скорость, которая будет комфортна для вас, выставить аларм-режим. Вы можете переключаться между режимами, всего их два – комьютинг и оффроуд. У колеса есть четырехглазая фара. Ближний свет, дальний свет и самый жесткий. Фара неплохая, но кастомные фары бывают и лучше. Здесь когда-то были родные подушки, но с ними ездить некомфортно, поэтому мы повесили кастомные. Здесь еще по корпусу разбросаны светодиодные ленты, но днем их совсем не видно. А ночью даже ничего так, красиво светит. Заводской брызговик, конечно, лучше, чем на моем колесе, но он тоже не идеален. Лучше подобрать что-нибудь другое. В дождик забрызгает только так. Подложка хорошая, работает как надо. Претензий не имею. У колеса предусмотрены колонки, через которые можно подключиться по Bluetooth, но я ими так и не воспользовалась. На рынке бывают колонки и получше. Под заглушкой у нас находится зарядный порт, разъем под зарядку моноколеса и еще два порта Type-C и Type-A. В комплекте идет зарядка на 2,5 ампера, которая будет заряжать ваше колесо 8 часов. Приятная особенность V12 – это то, что можно менять высоту педалей. Доступно 3 режима – низкий, средний и высокий. Сейчас стоит самый низкий.
С завода, конечно, идет покрышка, но ее модель мне не нравится. На моем колесе стоит другая, вот это какой-то ширпотреб. Внутри стоит новый контроллер Raptor Y, такой же, как и на новом колесе V11Y. Если вы хотите узнать подробнее о внутренностях колеса, заходите на наш сайт в Техноблог. А про технические характеристики не расскажу, меня солнце ослепило. Технические характеристики колеса. Многие привыкли думать, что это 16 диаметр, но на самом деле он 17, потому что покрышка у него жирная. Вес у колеса примерно 30 кг, обвес, педали, упоры, все на то и выходит. На полном заряде оно выдает 60 км в час. Емкость батареи 1750 Вт в час. По бумагам заявлено, что оно проедет 120 км на одном заряде. Но пробег колеса будет зависеть от вашего веса, от вашего скоростного режима и от температуры окружающей среды. Зимой колесо будет ехать гораздо меньше километров. Зарядное напряжение 100 вольт. На этом колесе я прокатилась по многим паркам Москвы, по набережной, также и по ПЧ. Мне все понравилось. Езда для меня была комфортной, приятной, колесо не шаталось в ногах. За счет грамотного подобранного давления под мой вес многие неровности дороги почти не ощущались. Я могла спокойно съезжать со ступенек, прыгать с бордюров, и мне было комфортно. После моей HS-версии это колесо отличается вот таким подрывом. На своем колесе для легкого разгона я поставила педали на минус 2 градуса. По привычке я также поставила минус 2 градуса, и колесо просто улетело. К минусам можно отнести его тяжелый вес. Но на самом деле это все решается привычкой и прикаткой. Без экипировки я вешу 49 кг, с экипировкой чуть побольше, но для меня не проблема поднять это колесо и удержать его в ногах. Хочу заметить, что если вы еще недостаточно прикатаны к колесу, то возможны случаи воблинга. Поэтому для начала выбирайте маленькие скорости, а потом постепенно с прикатом можете их увеличивать. Из своего опыта могу сказать, что воблинг у меня прошел на 3-й день. Тогда я смогла уже уверенно ехать 50 км в час и спокойно вставать на колесо. По гидроизоляции. Если райдер не собирается ездить по глубоким лужам, то в принципе ее не обязательно устанавливать, потому что легкий дождик в течение часа, неглубокие лужи колесо спокойно выдержит. Но если вы все-таки планируете кататься зимой или в проливной ливень, то советую ставить гидроизоляцию. Мы же не хотим, чтобы наше колесо сломалось. Если вы попали в дождь, то по приходу домой ставьте колесо в строго вертикальное положение, чтобы капельки не попали во внутрянку и ничего вам не залили. На колесе мы не только едем, но можем и зайти в магазин, а преимуществом данной модели является его небольшой размер. Вы можете с ним зайти в торговый центр, в продуктовый магазин и даже в салон красоты за ноготочками. Я с этим колесом спокойно могу зайти в метро, если есть пандусы и эскалаторы. Но есть такие станции, где этого удобства нету, и по лестнице тащить мне его становится тяжело. Но я могу попросить помощи у прохожих, и мне его поднимут. Но это не точно. А дома вообще классно, поставил колесо в коридоре, и оно тебе не мешает. Я считаю, что среди бесподвесов это колесо не имеет конкурентов. А среди подвесов, ну а что говорить, оно же бесподвесочное. InMotion V12 особенное колесо в своем роде. У него классная сборка, классные характеристики, оно довольно комфортно едет. А еще у него классный внешний вид и самый удобный дисплей, через который вы можете открыть третий глаз. Это лучшее бесподвесочное колесо как для дорог, так и для города. Пока на дворе лето, вы можете смело покупать это колесо и наслаждаться им. Да и не летом тоже. И зимой, и осенью, и весной. Тоже все будет нормально. Колесо подойдет как опытному, так и начинающему райдеру. Как парням, так и девушкам. В общем, оно универсальное. Модель получилась надежная, классная, подрывная. Всем советую к приобретению. Целую в плечи, до скорой встречи! Конечно, я тоже покатался на V12 Pro, но совсем забыл убрать подножку, что может быть довольно опасно. Не повторяйте мою ошибку. После всех современных подвесочников оно ощущается удивительно узким и комфортным в ногах. Да, отсутствие подвески заставляет больше концентрироваться на поверхности дороги, но у этого колеса довольно толстая покрышка. Если ее не перекачивать, то она неплохо так смягчает неровности грунта. В тротуарном режиме на скорости до 30-35 км в час у меня не возникало никаких проблем и страхов. На более ровных, широких и пустых участках я мог спокойно разогнаться до 50.
Еще одна особенность, которую я заметил, это алгоритмы поведения контроллера. Когда давишь сильнее, чтобы колесо ускорилось более агрессивно, то у него немного проваливаются педали, словно колесо продавливается из-за нехватки тяги. Для меня это ощущение не слишком приятное, и оно заставляет понервничать. Я потом отдельно попробовал тягу в пандусы, и да, действительно, при начале движения колесо словно продавливается. Но дальше подключается бешеная тяга, и колесо никак не получается продавить с моим весом. Даже в крутой пандус. Я пробовал снова ускоряться на прямой, никаких проблем с тягой. Алгоритм словно немного пугает райдера, говоря, что, мол, не слишком ли ты сильно давишь в подушке. Но дальше включается мощный подхват. Это интересная особенность, при том, что в настройках не включено никаких ассистов или сплит-мод. А жесткость, она же чувствительность, стоит на 100%. Соглашусь с Полиной, что это лучшее колесо без подвески на рынке, если не важен вес, но важна мощность и пробег на одном заряде. Экран, качество материалов выгодно выделяют V12 Pro. Но с другой стороны, вес великоват для колеса без подвески, и при сравнимой стоимости в спину дышат колеса, у которых есть амортизатор. Так что есть о чем задуматься. Удачи на дорогах. Покрышка у колеса, конечно, есть, но пользоваться ей не советую.